Всем привет, друзья! Вероятно, этот выпуск для многих является долгожданным. Речь сегодня пойдет о защищенном компактном смартфоне Fosibot F116 Pro, который совмещает в себе сразу два устройства. Это компактный смартфон и экшн-камеру. Я пользуюсь аппаратом уже несколько недель, только сегодня, перед тем, как начал снимать этот обзор, вытащил из него сим-карту и сразу же спешу поделиться своими впечатлениями. Поехали! Предлагаю начать с ключевых характеристик аппарата, а также с его стоимости, которая, сразу скажу, не является дешевой. Надо понимать, что это прежде всего эксклюзив для определенной ниши, поэтому и цена соответствующая. В описании к этому видео я, как обычно, оставлю ссылку, по которой вы сможете посмотреть точную цену и при желании приобрести аппарат. Сейчас с купоном она выходит чуть более 37 тысяч рублей. Характеристики аппарата указаны на упаковке. Конечно же, в первую очередь это камеры, 50-мегапиксельная основная, плюс 48-мегапиксельная широкоугольная, которая очень сильно выделяется. Прям как действительно на настоящих экшн-камерах. 12 гигабайт оперативной памяти плюс 256 внутренней, 4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+, 8-ядерный процессор, здесь используется MediaTek Dimensity 7300, батарея на 3700 мАч, сканер отпечатков пальцев и поддержка популярных навигационных систем GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. В комплекте помимо самого аппарата вы также найдете такие аксессуары, как сопроводительная документация, ключик для извлечения лотка сим-карты и карты памяти. Не знаю, зачем он нужен, потому что здесь можно достать лоток без каких-то подручных средств. Все это делается очень просто. Здесь комбинированный лоток. Можно использовать либо две сим-карты Nano SIM, либо одну Nano SIM плюс карту памяти. Поддерживается карты памяти объем до 1 терабайта. Также имеется 33-ваттный адаптер питания и кабель с обеих сторон, у которого находятся штекеры Type-C. Причем интересно то, что один из штекеров изогнутый, потому что разъем здесь находится не снизу, как это бывает обычно, а сбоку. Защитная пленка наклеена с завода, так что все нужно в комплекте имеется. Опционально для этого девайса вы можете приобрести другие аксессуары. Собственно говоря, все, что доступно для обычных экшн-камер, таких как GoPro, например, также можно использовать и с этим аппаратом. Например, я использовал его в качестве видеорегистратора, закрепил его на автодержателе к лобовому стеклу. Действительно очень удобный, очень гибкий держатель. Так что всем его рекомендую, если планируете использовать аппарат в качестве видеорегистратора. Просто накручиваете его, выбираете свободное, наиболее удобное место на лобовом, крепите и используете. Если же вы предпочитаете съемку на велосипеде или при пеших прогулках, то вам может понадобиться очень интересный специальный держатель, который крепится на шею. Вот так он выглядит. Он очень легкий и позволит вам вести съемку даже в том случае, если ваши руки будут заняты. Весь необходимый крепеж в комплекте имеется. Также вы можете приобрести другие аксессуары, предназначенные для экшн-камеры, которые можно крепить к велосипеду, самокату, к скейту, например. Можно использовать селфи-палку. Так что все зависит только от ваших увлечений и вашей фантазии. По дизайну устройство очень компактное, оно больше похоже на экшн-камеру, нежели на смартфон, чего стоит только наличие штативного гнезда, которое будет полезно для подключения различных аксессуаров. Также отмечу наличие отверстия для ремешка. С правой стороны расположена кнопка регулировки громкости, кнопка питания и специальная кнопка для быстрого запуска камеры. Очень удобно. С левой стороны есть кнопка действия. На нее можно назначить до любых 3 быстрых действий. Я, как обычно, назначил быстрый запуск фонарика. Фонарик, кстати сказать, очень яркий. Чуть выше, помимо лотка для сим-карты и карты памяти, находится разъем Type-C под резиновой заглушкой. Надо сказать, что устройство имеет полноценную защиту. Здесь есть рейтинг IP68 и IP69K для защиты от пыли и влаги, а также поддержка военного стандарта MIL-CD810H,
который позволяет аппарату выдерживать падение с небольшой высоты. Из-за большого обилия прорезиненного пластика и достаточно мощной батареи весит он немало, 210 грамм. Впрочем, это входит в пределы веса обычных смартфонов. Единственное, что он здесь не вытянут, а утолщен. Толщина составляет аж 23 миллиметра. Это примерно как 3 обычных смартфона. Тем не менее, носить его в кармане, если у вас не обтягивающие джинсы, будет вполне комфортно. Давайте, что касается размеров, покажу, как он выглядит по сравнению с обычной пластиковой картой. Ну, не намного больше, чуть больше, чем обычная пластиковая карта. В руке, кстати сказать, держится он очень хорошо, благодаря рифленым рамкам. Прям сидит как влитой. Замечательно. Задняя часть аппарата также очень приятная на ощупь. Цвет может быть оранжевый, зеленый или, как в моем случае, серый, точнее сказать, серый камуфляжный. Вроде как по корпусу я все рассказал. Добавлю лишь, что снизу находится основной микрофон. Сверху есть дополнительный микрофон. Также рядом можно увидеть отверстие барометра. Ну и на тыльной части, помимо камер и вспышки, имеется еще и динамик. Динамик здесь моно. Звучит он средний, как по громкости, так и по качеству. Если вы планируете использовать планшет для видеозвонков, то, думаю, лучше использовать его в вертикальной ориентации, потому что так будет удобнее пользоваться фронтальной камерой. Я думаю, что это особенность, потому что в верхней части планшета, помимо проекта, диагональ экрана всего 4 дюйма, что делает F116 Pro одним из самых компактных маленьких смартфонов на рынке. Это удивительно, но еще 16 лет назад такая диагональ оказалась нормальной и использовалась в большинстве смартфонов того времени. Сегодня же вы, да, можете выходить на нем в интернет, можете смотреть видео, да даже текст набирать можете. Но насколько это комфортно, это уже другой вопрос. То есть клавиатура действительно мелкая и к ней надо привыкать. Конечно же, можно использовать различные варианты ввода, есть T9, и в целом это упрощает набор, но лучше все-таки на этом аппарате использовать голосовой ввод. Temple Run 2. Но в целом экран я бы не сказал, что какой-то плохой. Он здесь на самом деле хороший. У него отличная плотность пикселей. 323 точки на дюйм. Так что никаких зерен вы здесь точно не увидите. То есть экран очень четкий. То есть в этом плане все очень хорошо. Яркость здесь также вполне достаточно. 500 нит. Для IPS экрана это даже очень неплохо. На улице никаких проблем с яркостью у меня не возникало. Также отмечу поддержку частоты обновления 120 Гц. То есть все работает плавно. Имеется множество дополнительных настроек. Наверное, отмечу самые неочевидные. Это индикатор дыхания. Простым языком это индикатор зарядки и пропущенных уведомлений. Штука очень полезная. Также есть замечательная функция, которая позволяет использовать вспышку для цветовых эффектов при проигрывании музыки, входящих вызовов, уведомлениях и прочем. Ну, примерно вот так она будет светить разными цветами. Очень похоже на то, что мы видели в смартфонах Nothing. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он встроен здесь в кнопку питания. Лучше места не придумать. Палец просто инстинктивно на него ложится, и разблокировка происходит мгновенно. Есть возможность также разблокировать по лицу. Что касается программного обеспечения, то здесь никаких сюрпризов вы не найдете. Это Android 16 без каких-либо специальных оболочек, так что в этом плане все достаточно предсказуемо. Дополнительного софта здесь также почти нет. Ну, разве что можно отметить папку с полезными инструментами. И еще есть специальное приложение для управления широкоугольной камерой. То есть получается у нас, что касается камер, у нас есть здесь два приложения. Обычное и для экшн камеры. Также отмечу наличие умной боковой панели, которая предлагает быстрый доступ к избранным функциям. Можно вызывать ее из любого места, очень удобно. Также есть возможность работы в режиме разделенного экрана. Давайте выберем какое-нибудь приложение и попробуем разделить. Не знаю, насколько это будет удобно пользоваться на таком небольшом экране, но тем не менее такая возможность есть. Это уже хорошо. Также в настройках вы можете активировать и другие функции. Например,
Можно активировать блокировку и разблокировку по двойному тапу. Я часто пользуюсь этой функцией, мне она нравится еще со времен LG G3. Ну и также имеется режим работы в перчатках. Для него есть специальный пункт в меню. Так, вот он находится. У меня он уже активирован. И вы можете пользоваться аппаратом в перчатках без каких-либо проблем. Ну, давайте я покажу, как это примерно работает. Что касается быстродействия аппарата, то, как видите, оно отличное, потому что базируется он на достаточно мощном чипсете среднего класса MediaTek Dimensity 7300, который выполнен по 4-нанометровому техпроцессу, имеет 12 гигабайт оперативной памяти, причем можно добавить еще 24 гигабайта за счет виртуального пространства, пожалуйста, но опять-таки я считаю, даже 12 гигабайт для этого аппарата более чем достаточно. Ну и объем внутреннего накопителя здесь также без каких-либо нареканий. Это 256 гигабайт стандарта UFS 3.1. Ну, как я уже сказал ранее, его также можно расширить при помощи карты памяти. Так что производительность аппарата с хорошим запасом на будущее. В тесте Antutu аппарат набирает, сейчас покажу сколько, уже не помню, но очень много набирает он. Почти миллион набирает баллов. Это на самом деле является очень хорошим средним результатом. Соответственно, вы можете играть на нем даже тяжелые игры без каких-либо подвисаний и прочего. Ну, опять-таки, тут все решается размером дисплея, насколько вам будет удобно играть на таком маленьком дисплее. Хотя, возможно, для каких-то игр такой дисплей вполне подойдет. Благодаря энергоэффективному процессору, а также небольшому экрану, аппарат себя очень хорошо показывает с точки зрения времени автономной работы, даже несмотря на то, что здесь не самая мощная батарея, всего на 3700 мАч. В обычном режиме аппарат может работать 2-3 дня без какой-то дополнительной подзарядки. Если даже взять наиболее энергозатратный сценарий использования, например, непрерывную съемку в режиме экшн-камеры в Full HD качестве, аппарат проработает в этом режиме примерно 5,5 часов. Заряжается он также быстро. От штатного 33-ваттного адаптера питания от 0 до 80% примерно за 1 час. Обратная зарядка также поддерживается. Ее мощность 10 Вт. Для подзарядки беспроводных наушников она вполне подойдет. Ну и давайте напоследок поговорим об одной из самых главных фишек этого аппарата. Это камеры. В частности, широкоугольная 48-мегапиксельная камера с углом обзора на 152,6 градусов. Она запускается через специальное приложение и позволяет производить съемку видео разрешение вплоть до 4К 30 кадров в секунду. Также вы можете снимать в разрешении 2К либо 1080p, но здесь уже доступен вариант 60 кадров в секунду. Если вам не нравится искажение рыбий глаз, то в настройках вы его также можете убрать. Есть такая функция коррекция изображения, которая позволяет все это скорректировать. Помимо этого, в настройках вы также можете снимать фото. Есть и другие режимы, такие как интервальная съемка. Есть замедленное движение, портретная съемка, режим HDR, ночной режим, профессиональный режим и режим видео с задержкой. Доступно 2 режима электронной стабилизации. Также производитель заявляет о наличии оптической стабилизации. Но, честно говоря, меня по этому поводу терзают смутные сомнения. Прежде всего, потому что я не слышу характерного звука при тряске. То есть, если взять, например, Galaxy S23, он тоже с наличием оптической стабилизации, здесь этот звук слышно. В Fosibot нет. Поэтому вопрос по поводу оптической стабилизации остается открытым. Но, как бы там ни было, в целом экшн-камера при дневном освещении снимает очень неплохо, как фото, так и видео, но все же уступает специализированным камерам типа GoPro и прочим. И я думаю, что прежде всего это связано именно с программной частью, поэтому я думаю, что с новыми обновлениями это как-то должны оптимизировать. В отличие от специального приложения камеры, в основной камере нет какого-то приоритета для экшн-съемки. Снимает она очень неплохо. Что касается фото, то они получаются высокодетализированными, резкими, правда цвета чуть пересвеченными. Здесь также доступна возможность съемки в
разрешение до 4К 30 кадров в секунду. Имеется также стабилизация. Радует то, что стабилизация имеется во всех трех камерах, даже 32-мегапиксельной фронталке. Вы можете снимать видео со стабилизацией. Это очень здорово, хотя автофокус здесь отсутствует. Ну, правда, видео здесь вы не можете снимать в 4К. Максимум здесь доступно разрешение 1080p, но зато 60 кадров в секунду. Есть стабилизация и 60 кадров в секунду поддерживается. Это очень здорово. Для фронталки, я считаю, Full HD 60 кадров в секунду это за глаза. Я думаю, что хватит говорить о камерах. Предлагаю посмотреть примеры фото и видео. По ним вы лучше поймете, что из себя представляют камеры Fosibot F116 Pro. Ну что, пример съемки со звуком, я думаю, надо записать. Специально вышел к оживленной трассе, точнее, к оживленному проспекту, и записываю голос. Оценивайте, как меня слышно, оценивайте качество видео. Я не знаю, как хорошо или плохо получилось. Пишите. Итак, думаю, что пора подводить итоги и делиться своими впечатлениями. Вы знаете, мне очень нравятся уникальные вещи, и здесь можно точно сказать, что Fosibot действительно сделала очень интересный гибрид смартфона и экшн-камеры, и все это дело, конечно, заслуживает большого уважения. При этом надо понимать, что это очень нишевый продукт, предназначен прежде всего для туристов, велосипедистов и прочих любителей активного отдыха. Это хороший вариант все в одном, когда в небольшом таком компактном устройстве вы одновременно получаете смартфон, навигатор и экшн-камеру. Для большинства же пользователей он будет не совсем удобен в повседневном использовании из-за своего специфического форм-фактора. За эти деньги, я думаю, что большинство предпочтет приобрести Galaxy A57, причем за эти деньги можно купить его в максимальной комплектации на 512 гигабайт. Но если вы устали от лопат, хотите маленький смартфон, который не отягощает карман, то, конечно же, присмотреться к Fosibot F116 Pro определенно стоит. У аппарата действительно много сильных сторон. Помимо замены экшн-камеры, аппарат также имеет максимальную защиту, современное железо, ну и что самое главное, современное программное обеспечение Android 16. И даже если он не получит обновление, Android 16 будет еще актуален на протяжении нескольких лет. Также здесь есть NFC, вы можете использовать его для оплаты, относительно свежий Bluetooth версии 5.4 и что я еще не сказал, он также умеет записывать телефонные звонки. Аллилуйя, многих это тоже должно порадовать. На этом все. Вроде все, что хотел я рассказать о Fosibot F116 Pro, я рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Оставляйте комментарии, что думаете об этом аппарате. Делитесь своим мнением, обсудим. Также подписывайтесь на этот канал и телеграм-канал по ссылке в описании к этому видео. Ну и главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди.